Новый объектив, новый приступ шопоголии. Tartisan 40 мм f2. Посмотрим, как он снимает. Да. Начало войны и первые месяцы сложно вспомнить. Только фрагменты в памяти. Как сцены из фильма. Мы были во Львове. Я проснулся в 5 часов утра. Было тихо и темно. Информация как-то дошла до меня. Я рыскал по телеграм-каналам, чтобы сложилась картинка. Ракетные удары были по всей территории страны. Я точно понял, что это правда. Разбудил Дарину и сказал: началось. Началась война. С оплачиваемым больничным болеть стало в удовольствие. Это напоминает времена школы, когда родители позволяли остаться дома, а ты весь день играл в ПК, не забывая покашливать. В прошлом году я так провел свой больничный, подключив ноут к ТВ и на джойстике прошел Blade of Darkness. А нынешний грипп я перенес с Романом Полански и его фильмами «Жилец» и «Ребенок Розмари». Фильмы про квартиры. Очень актуальная для меня сейчас тема. Они передают чувство отчужденности и народности. Рекомендую к просмотру. В воздухе витала атмосфера неизвестности. Гудит сирена, по улице бегают люди с чемоданами, магазины и кафе закрыты, очереди в банкоматах, в продуктовых люди выгребают все, что могут. Очень часто включали сирену воздушной тревоги, никто не понимал, что происходит. Над городом пролетали самолеты, мы несколько раз спускались в укрытие. По телевизору ведущие пытались успокоить. Помню репортаж, где рассказывалось, как вести себя во время обстрела артиллерии. Если поблизости не было никаких укрытий, нужно было упасть и прижаться к бордюру. Пронеслась мысль, что теперь это наша повседневная реальность. Показали кадры вертолетов над Киевом. Я подумал, что это конец.
Не получается, как в рекламе. Но главное действующее лицо этого сюжета не электронная щетка, а ирригатор. Удивительно, как раньше я даже не знал о существовании такой штуки, а теперь я не могу без него жить. Я полностью подсел на него. Когда раз увидишь, что у тебя осталось в зубах после чистки, не сможешь без него жить. Странно, как такие штуки не вошли в традицию всех семей. Такая штука дешевая и не требует много энергии и времени, чтобы ее использовать. Но эффективность просто зашкаливает. Вечером первого дня закрыли границы. На пропускных пунктах были пробки, растянувшиеся на километры. Это подействовало угнетающе. Ситуация показалась хуже, чем ее представляют. По телевизору умалчивали тему Чернигова. При этом я хорошо знал, что ситуация там критическая. Город практически окружен и находится в осаде. Это подрывало доверие. Мы остались во Львове. И так мы почувствовали, что значит быть беженцами. Не иметь дома. Помню, как в мини-отеле, в который мы переезжали, перекинулся парой фраз с охранником-евреем. Он мне сказал: скоро это все закончится, там договорятся. Именно такие надежды тайно витали у всех в головах. В этом фрагменте можно оценить объектив Tартison 40 мм изначальной распаковки. Практически все кадры сняты на него со стандартной стабилизацией, за исключением нескольких вставок со старушки Sony FDR X3000. На эту прогулку поленился взять внешний микрофон, и хотя встроенный в Lumix S9 отлично себя показывает в контролируемой обстановке, на природе, даже в отличную погоду, невероятно кушает ветер, поэтому звук тут пережеванный. Что, куда мы пришли? ВДНГ. Страховий центр. Расскажи, куда мы йдемо. Ми йдемо дивитися перше човен. Потім за кавучку. Наверное, это такая дедовская тема. Но с возрастом обращаешь больше внимания на птиц. И мы теперь гуляем по ВДНХ и ищем птичек, чтобы покормить их семечками. На скейт-парке только молодежь. Чувствую себя уже совсем старпером. Да, точнейший. Птичек пока не найдено. Тут, конечно, интересный вид. Ну, эти многоэтажки. Вроде такое прекрасное поле. Пока что видели только одну ворону. Она от нас убежала. Семечки распакованы. И есть подозрение, что съедят их не птицы.
Наконец-то нашли голубей. Покормлено 2 голуба только. Ворона утекла. Больше пташинок не знайшли. Куцунчик, як його звати? Квітка. А це дівчинка? Це дівчинка. Кошечка. Квіточка. Сороку не видно? Видно? А, это гнездо. Видишь? Угу. Гнездо. Опа. Вижу. Да. Ну все, мы погуляли, насладились первым теплым днем. 3 мая. Такого холодного апреля давно не было. Но при этом теплый март. Галок мы так и не смогли покормить. Они все такие неручные, убегают и все. Зато голуби вполне нормально. Риск, профит. А они выбирают профит. Поэтому, наверное, так они и размножаются. Говорят, да? Все, до дому. Все начальные месяцы организм был на адреналине. Думаю, из-за этого в памяти остались обрывки. Ничего связанного. Переломный момент наступил, когда враг отступил с севера. Первая значительная победа, которая предоставила возможность всем почувствовать сладкий вкус войны. Тогда и прекратились наши скитания. Мы вернулись в Киев. Он сильно изменился. Был пустой, спокойный, со свежим воздухом. Чернигов же был разрушен. По всему городу были шрамы, которые напоминали о случившемся. Была особенная радость увидеться с родными и знакомыми. Помню, как встретил школьного друга, которого не видел со времен совместной парты. Я его неожиданно обнял, но в его глазах читалось недоумение. Внутри у него еще кровоточила рана недавних событий. Куда мы идем? Ми йдемо в мистецький арсенал на дизайн-холл. У нас уже традиция ходить на мебельные дизайнерские выставки. Не знаю зачем. Тратить грошики. Здесь особая атмосфера на этой улице. Слева-справа монастыри, церкви. И все это заканчивается музеем Второй мировой. Такой советский тупик получается. Ну що грати? Прорвались? Нам туда.
Выставка поинтереснее, чем в прошлом году. Более разнообразная. Но, в принципе, тут нечего особо делать. А мне это еще один повод походить, поснимать в такой обстановке. С большой камерой, конечно, сложнее, но при этом ты себя чувствуешь более раскованно. Тут много людей с камерами, ты один из них. Интересный экспириенс. И сейчас я взял с собой старую линзу, которая шла в комплекте. С ней, конечно, намного лучше видео снимать. У тебя больше возможностей, больше вариативности с зум-линзой, даже такой маленькой. При этом она не увеличивает камеру. Но чем менее предсказуемая обстановка, тем, конечно, лучше иметь зум-линзу. Дальнейшие успехи привели к головокружению. Вкус крови затянул в бездну, а бездна переварила бессвязные части и произвела мутанта без болевых окончаний. То, что вызывало насмешки по ту сторону, стало проявляться у себя вблизи. Ретроспективно видно одураченного случайностью. В начале войны, очевидно, им являлся соперник, но постепенно мы оказались на его месте. Так я попал в лимбо. В чистилище все обвешаны медалями своих грехов, и непонятно, как отсюда выбираться. Те, кто осознал, что тут навечно, пытаются заразить своей чумой всех, до кого дотянутся их бледные, тощие ручонки. Дуальность присуща нашей эпохе. Особенно остро это контрастирует в кризисные времена. Жизнь ощущается будто во сне, в киселе. Все ждут растолкованную историю, которую напишут в учебниках. При этом настоящее оказывается намного более скользким. Стараешься убежать в несбывающееся будущее или красиво структурированное прошлое. Ведь анализировать момент – это не дело для посредственности.